Привет всем гитарным маньякам, тем, кто играет на гитаре, тем, кто их ремонтирует и делает с нуля. И особенно тем, кто смотрел предыдущие серии этой моей гитаростроительной эпопеи по изготовлению копии культовой гитары 60-х годов, которая выпускалась в Соединенных Штатах под названием Silvertone 1457 компанией Dan Electro. Затеял я этот проект года 3 назад, наверное. До этого я никогда не делал гитары с нуля. Я их ремонтировал, у меня были какие-то базовые скиллы в этой отрасли. И вот я решился сделать гитару с нуля. Почему я выбрал именно эту модель? Почему именно Dan Electro? Во-первых, мне нравится дизайн гитар Dan Electro. Он какой-то особенный, ни на что не похожий. Во-вторых, эти гитары воплотили в себе идею дешевой массовой гитары, которая была бы доступна любому подростку. Ведь мы знаем, что 60-е годы – это рассвет блюза, рок-н-ролла, появление в массовых масштабах любительских рок-групп. Каждый подросток хотел стать популярным, и игра в рок-группе – это было самое верное средство для этого. Но деньги были не у всех на дорогие инструменты. Поэтому владелец компании Dan Electro Натан Дэниел воплотил вот в этих гитарах дешевых множество своих оригинальных разработок, в первую очередь направленных на то, чтобы сделать дешево и эффективно. Это касается материалов. Брались дешевые материалы. Гриф делался из тополя, а вот туловище гитары из такой сосновой рамки, которая с двух сторон обклеивалась, чем бы вы думали, тем, что у них в Америке называется мазонит, а у нас ДВП, арголит. Казалось бы, совсем не гитарный материал, тем не менее, все работает. Далее мы видим оригинальную форму звукоснимателей, точнее их корпусов. Они называются lipstick pickups. Липстик, губная помада. И как раз в качестве корпусов использовались корпуса, которые шли на губную помаду. Оригинальный бридж. Оригинальный, простой до примитивности. Тем не менее, весьма эффективный, позволяющий регулировать и высоту струн, и положение вот этого вот брусочка, который позволяет регулировать мензуру гитары. В общем, я решил воплотить здесь и сейчас ту же самую идею, которую воплотил в 60-е годы в Америке Натан Дэниел. Я решил построить прикольную внешне, звучащую, пригодную для игры и в то же время максимально дешевую электрогитару. Поэтому материалы многие я добыл совершенно бесплатно. Буковую доску, которая пошла на изготовление грифа, я нашел у родителей в подвале. Это остатки какой-то старой мебели. Вот. Сосновые бруски я не покупал. Я нашел буквально на помойке остатки дверной коробки. Люди меняли дверь, видимо, на балконе. Я подобрал ее, распилил. Дерево было хорошее, выдержанное, несмотря на первоначальный неприглядный вид. Далее, это тоже арголит, то бишь ДВП. Я нашел тоже у родителей в подвале. Это задняя стенка какой-то мебели 60-х годов, старой мебели, которую уже выкинули, а ДВП пожалели и не выбросили, оставили. Вот эти крутилочки, это тоже самоделка, они похожи на оригинальные, но на самом деле черные крышечки – это крышечки от соуса,
А беленькие крышечки – это крышечки от йогурта. Я залил их изнутри эпоксидкой, потом просверлил отверстие и насадил на штоки потенциометров. Бриджик я также сделал сам. Он соответствует оригинальному. Из кусочка нержавейки я выпилил вот по оригинальной форме. А вот этот вот кусочек красного дерева, служащий подкладкой для струн, он от ручки ножа, который сломался, к сожалению, а вот ручку я, к счастью, не выкинул. Окантовка торцов гитары сделана из материала, который весьма напоминает тот, который использовался в гитарах Dan Electro. Источником для него послужили вот такие вот кухонные коврики. Ну, кстати сказать, они очень плохо клеятся. Это материал, который, я не знаю, какой клей может взять. Так вот прилепил, но мне кажется, это не очень надежно. Хотя пока не отваливается. В оригинальной гитаре и у меня тоже есть механизм под названием Micro Tilt, микронаклон грифа. Вот в этой большой гайке там под шестигранник такой винтик, закручивая его, вы его проталкиваете на ту сторону, он появляется оттуда и служит упором для грифа, изменяя его наклон. Ну, здесь это просто для того, чтобы было сделано, потому что гриф я подогнал к корпусу нормально, и угол его наклона вполне удовлетворительный. И струны стоят достаточно низко, и если нужно подрегулировать их высоту, то это можно легче сделать с помощью вот этого бриджа. Колки достаточно похожи на оригинальные, но отличаются от них. Найти такие колки, как были в оригиналах, сейчас невозможно. Разве что именно оригинальные и за большие деньги где-нибудь в Штатах мне недоступны. Я поставил китайские колки, ну, относительно похожие на оригинал. Покрашена гитара из аэрозольных баллончиков обычных. С помощью трафаретов я добился такого вот мягкого санберста. По цвету получилось достаточно аутентично. Я не вижу особых отличий от оригинала. В середине красный, по периметру такой фиолетово-пурпурный. Лакировал я обычным яхтным лаком вручную. И последний слой я старался нанести максимально ровно, сделать его максимально гладким, чтобы не нужно было полировать. Потому что оригинальные гитары Dan Electro не полировались. Довольно небрежно был нанесен лак. Здесь также можно заметить в толще лака блестки, потому что вот финиш оригинальной гитары Dan Electro был такой вот блестящий. Гриф не имеет регулируемого анкера, как не имели его оригинальные гитары Dan Electro. Здесь профрезерованы два паза, и в них вклеены полоски из алюминия. Правда, в оригинале это были полоски стали, но подходящего размера стальных полосок я не нашел, к сожалению. Как и в оригинале, верхний порожек изготовлен из алюминия. Материалом для него послужила алюминиевая ложка, точнее ее ручка, от обычной алюминиевой ложки, таких, какие были в советских столовых. Электрическую схему гитары я также решил спаять аутентичную, благо ее несложно найти на просторах интернета. Схема не самая простая, несколько замысловатая, но в этом плане почему-то хозяин фирмы Dan Electro Натан Дэниел решил пойти не самым простым путем, в отличие от всех остальных моментов. Но уж коль мы делаем копию, нам остается следовать за его инженерной мыслью. Черные верхние крутилочки отвечают за громкость, белые за тон, а с помощью тумблера мы можем выбирать нужный нам звукосниматель. Вот он находится сейчас в нековом положении. Вот, включаем оба звукоснимателя. Ну и вот бридж. Мне больше всего нравится звук одновременно включенных обоих звукоснимателей.
Итак, гитара построена, и от этого факта уже никуда не уйти.